Можно ли использовать союзные ПТшки для того, чтобы поднять елку над препятствием и при помощи этой махинации засветить вражескую технику? Какое упреждение нужно взять, чтобы попасть самым медленным снарядом в самый быстрый танк? 59 маусов против одного мышонка. Сколько тонн сможет толкнуть немецкий мастодонт? И еще один крутой эксперимент в этом выпуске. Ребят, я не буду просить у вас кучу лайков или заставлять вас смотреть этот ролик до конца. Лучше я потрачу это время для того, чтобы извиниться перед вами, что ролики выходят так редко. В последние 2 недели я очень сильно болел, и у меня не было возможности записывать озвучку. Сразу забегая вперед, скажу, что сейчас уже все хорошо, и скорее всего, да, это был коронавирус. Кстати, напишите в комментариях, кто из вас уже переболел этой заразой. Мне вот интересно будет про это почитать, и напишите, пожалуйста, какие у вас были симптомы. Ну а для тех, кто еще не успел столкнуться с этой фигней, я вам просто даю маленький совет. И это на самом деле никакие не шутки, поэтому берегите себя. Ладно, не будем о грустном, я просто хотел объясниться, почему ролики стали выходить гораздо реже. И из-за этого, кстати, нормально так упал актив на канале. Но давайте вместе с вами сейчас попробуем его вернуть. А для этого запрыгиваем в тот самый поезд Вотхаба и отправляемся в страну разрушителей. Не переключайтесь. Вы никогда не задумывались, что произойдет, если выстроить дорогу из плоских танков, скинуть на них другую машину и погнать их в противоположные стороны, прямо как на беговой дорожке? Мы вот решили это проверить. Какую скорость будет показывать спидометр и как это будет смотреться со стороны? Получится ли нам создать эффект стоящего на месте танка? Для этого эксперимента мы взяли много фачей, из них мы выстраиваем беговую дорожку, ну и парочку испытуемых. Суть эксперимента следующая. Французы встанут в ряд под мостом, спрыгнет вниз прямо на крышу плоских ПТшек. После этого они начнут двигаться, каждый в своем заданном направлении. А мы вот посмотрим, что покажет спидометр. Ну что, вроде все готово, поэтому давайте начинать. Char Future совершает мягкую посадку и гонит, что есть мощи, вперед. Фачи тоже не стоят на месте и едут в своем направлении. Воу, ребят, смотрите, наш бегун умудряется продвигаться вперед. Тем временем спидометр показывает 19-20 км в час. Но вскоре он спотыкается и уничтожается тараном. Кстати, в момент, когда Футюр остановился, спидометр показывал минус 27 км в час. Это примерная скорость фача. Значит, спидометр измеряет скорость танка, опираясь на карту, а не на реальную скорость. Довольно интересно получилось, однако создать иллюзию статичности у нас не вышло, поэтому попробуем с другим танком еще разок. На этот раз вместо Char Futura будет Batchat 12T, и я просто оставлю это без комментариев. Ну что ж, вы все видели сами. К сожалению, и в этот раз у нас не получилось. Батчат оказался слишком быстрым. Давайте так, последний раз попробуем взять кого-то помедленнее, мало ли получится. Что насчет немецкого гриля? Вот с ним-то, я думаю, точно должно выйти. Немец падает на французов и жмет педаль в пол. И кажется, у нас получилось. Гриль буквально замер на месте. Ребят, ну как вам такой эксперимент? Надеюсь, он вам понравился. Кстати, если у вас есть другие интересные идеи, челленджи или мифы, то кидайте их к нам в наш телеграм-канал, ну или в группу ВКонтакте. За каждую принятую нами идею вы получаете по 1000 золота на ваш аккаунт. Мне кажется, что это отличная сделка, поэтому не упускайте свой шанс. Друзья, мы тут с вами разрушаем мифы и раскрываем тайны нашей любимой игры. А я вам принес целый континент загадок. Ловите Genshin Impact. Это RPG с открытым миром. Действие происходит на континенте Тейват, который наполнен всякими квестами, загадками и историями. Вы берете на себя роль загадочного путешественника, который ищет пропавшую сестру. А помогают вам в этом многочисленные спутники. Они с радостью присоединятся к вам и помогут раскрыть тайну исчезновения сестры, а заодно расскажут и свою историю. Каждый герой по-своему уникален. Он владеет своим типом оружия
оружия и стихией. А стихии как раз и являются ключом к решению головоломок в Геншине. Помимо сюжета и квестов в игре хватает крутых активностей. Например, сейчас проходит праздник ветряных цветов, где вы можете проверить свою ловкость и меткость в мини-играх. Например, уворачиваясь от пузырьков, избегая рушащегося пола или расстреливая шарики. Можно даже стать настоящим музыкантом и сочинить свою мелодию. Игра постоянно обновляется и радует игроков новинками. Недавно вот целых 2 играбельных персонажей добавили в игру. Первый — это Венти, трубадур, который сделает ваше путешествие максимально комфортным. Но если вы, конечно же, раскроете секреты уровня регенерации. А второй — это Розария. Как вы видите, она неплохо орудует копьем, да еще и холодом дамажит. В общем, игра занятная. Есть как на мобилках, так и на компе, да и даже на PS4. Плюс вы можете воспользоваться крутыми кодами от разработчиков и получить солидные ништяки. Или залететь в сообщество этой игры в Дискорде и найти там себе новых друзей. Качайте игру по ссылке в описании и поддерживайте наш канал. Возможно, эта крутая игра вам очень понравится. Но, как говорится, не попробуешь, не узнаешь. Поэтому прямо сейчас переходите по ссылке. Что вы думаете о легких танках? Пожалуй, это не самый простой класс в освоении, но хороший светляк способен выиграть команде бой, не сделав ни единого выстрела. Только вот светить — это очень опасное занятие. Шаг не туда означает дорогу в ангар. К чему это вообще я сейчас все это рассказываю? Тут возник интересный вопрос. Можно ли использовать союзные ПТшки как домкрат, чтобы поднять елку над каким-либо препятствием и при помощи этой махинации подсветить вражескую технику? Звучит как хорошая идея. Представьте себе, садитесь на шведскую ПТСАУ, берете с собой друга на елке и, прям как Симбу в Короле Льве, поднимаете елку над препятствием. Та светит вражескую команду и ныряет обратно. Все получается выигрыши. Правда, только в теории, а вот как будет на практике, сейчас мы это с вами и узнаем. Ну что ж, все на позициях. Как бы странно сейчас это ни звучало, но швед пытается подцепить француза. Увы, но пока мимо кассы. Попробуем поступить немного проще. Просто затолкать елку на препятствие. Воу, ребят, и вот они, те самые красные враги, как на ладони. Противник такого точно не будет ожидать в бою. Главное — успеть спуститься обратно живым. Попробуем проверить этот трюк, но только в другом месте. В этот раз у нас на пути камень. Посмотрим, как оно сработает здесь. И вы знаете, никаких проблем, елка успешно поднимается и светит врага. Как выяснилось в результате экспериментов, можно использовать любой другой танк вместо шведа. Главное, чтобы мощностей хватило. Как вы думаете, пригодится данная хитрость в бою или нет? Обязательно поделитесь этим экспериментом со своими друзьями и попробуйте провернуть что-то подобное в реальном бою. Если у вас получится, то присылайте нам реплей в группу ВКонтакте. Я лично выберу 3 самых эпичных и вручу вам по 1000 голды. Ах да, если будете присылать реплей, то напишите в комментариях под этим роликом, что отправили его к нам в группу ВКонтакте, и укажите свой игровой никнейм. Да и тем более, если ваш комментарий попадет в топ-3 по лайкам, то с нас тоже 1000 голды. Вот эти ребята не дадут мне соврать. Поэтому врубайте свой креатив и вперед, а мы двигаемся к следующему эксперименту. Играл я на днях в танки и никак не мог попасть в этого шустрого ЕБРа. Смотря на все это, у меня возник вопрос: какое упреждение нужно взять, чтобы попасть самым медленным снарядом в самый быстрый танк в игре? Берем Матильду, ведь ее скорость полета снаряда равняется 182 метра в секунду. ЕБР сегодня у нас будет в роли самого себя, ну то есть обычного быстрого колесного танка. Ну и куда же мы без Мауса? Просто мы решили проверить не только самый быстрый танк, но и самый медленный. Нам интересно, как это все будет происходить. Матильда сводится в одну точку на расстоянии 500 метров от себя и пытается попасть в мимо проезжающий ЕБР до тех пор, пока не получится. Как только мы зафиксируем попадание, сразу же смотрим, на каком расстоянии от точки сведения был колесник в момент выстрела. Это и есть необходимое упреждение. Ровно то же самое будет и с Маусом. Ну что ж, давайте начнем. Сказать, что попыток было много, ничего не сказать. Матильда стреляла снова и снова и, наконец, попала. Итог 90 метров.
Именно такое расстояние успеет проехать ЕБР, пока снаряд британца пролетит 500 метров. На всякий случай мы провели еще несколько выстрелов, и результат оказался тем же. Что касается Мауса, тут было все гораздо проще. Не с первого раза, конечно, но у нас все-таки получилось. Результат 17 метров. А теперь немного изменим условия. В этот раз стрелять будет артиллерия. Если говорить конкретно, то это ФВ-304. Скорость полета снаряда которой составляет 240 метров в секунду. Да, быстрее, чем у прошлого испытуемого, но не забывайте, это САУ, и она стреляет через верх навесом. А значит, снарядам потребуется больше времени на дорогу до цели. За исключением стрелка условия не менялись. Поэтому смотрим на результат. Как и в прошлый раз, французам пришлось постараться. В итоге у нас получилось 105 метров. Даже больше, чем в первом случае. А вот с Маусом ситуация не изменилась. Все те же 17 метров. Короче, изрядно мы намучились с этим экспериментом. Поэтому давайте как можно скорее переходить к самому интересному и сладкому в этом выпуске. К финальному эксперименту с вашими любимыми маусами. В прошлых выпусках мы уже проводили эксперименты, в которых выясняли, кто мощнее, один маус или множество других танков. К примеру, маус против 59 МС-1. Или вот поэпичнее, 59 ЕБР-105 против немецкого гиганта. Во всех случаях мышка выходила победителем. Поэтому мы решили узнать, сколько тонн может толкнуть маус. Для того, чтобы это проверить, отправляемся на карту Overlord, куда берем с собой 15 ПЗ-35Т. Каждый из них весит 10 тонн, то есть суммарно 150 тонн. Ну и как вы уже поняли, это была легкая прогулка для Мауса, поэтому повышаем планку. Теперь ПЗшек заменяет Дикер Макс. Вес одной машины 25 тонн. Применяем базовые знания по математике и получаем 375 тонн. Что 150, что 375 тонн, никакой разницы для немецкого тяжа. Поэтому опять пробуем увеличить вес еще в 2 раза. Как насчет 15 Т-10? Каждый танк весит 50 тонн. 50 умножить на 15 равняется 750. В этот раз немцу пришлось поднапрячься, но цель все же достигнута. А значит, можно увеличить нагрузку. Настало время вытащить реальных тяжеловесов, самых настоящих сумоистов. На бой выходит 15 ОНИ по 100 тонн каждый. Путем нехитрых вычислений получаем 1500 тонн. Вы только подумайте, сколько денег можно получить, если сдать их на металлолом. Давайте посмотрим, кто здесь выйдет победителем. Если честно, я сильно удивлен, но Маус справился и с этой задачей. Честно говоря, у нас просто закончились тяжи. Хотя есть у меня одна идейка. Как говорится, клин клином вышибается. Вот мы и решили выкатить 59 маусов в качестве следующей планки. Но, к сожалению, пока что смогли найти всего лишь 20. Как оказалось, найти 59 мышонков без тестового сервера совсем непростая задача. Но ничего, в будущем мы их обязательно раздобудем. Конечно, если немец справится с 20. Ну что ж, карта Аэродром. 20 маусов готовы выполнить свою роль. Роль 3760 тонн стали. Выстраиваем их боком и пробуем. Прошло 5 минут, а результат нулевой. Неужели у него не получится? Давайте слегка упростим задачу. Перестроим их в ряд друг за другом. Смотрим, что из этого получится. Да, Маус смог сдвинуть с места 20 таких же танков. Какой итог мы с вами можем подвести? Маус очень мощный танк, и он сможет толкнуть гораздо больше танков. Я думаю, 59 себе подобных он бы осилил. Давайте так, если вы соберете 7000 лайков, то мы сразу же попробуем снять этот эксперимент. Для вас раньше 7000 было просто пустяком. Вы и по 30 тысяч собирали. Поэтому, ребят, нам очень нужна ваша поддержка. Пожалуйста, потратьте эти 5 секунд и помогите в развитии нашему каналу. Ну а на этом все, видео подошло к концу. Не забывайте подписываться на этот канал и нажимать на колокольчик. Тем более, что у вас, как обычно, будет шанс попасть в следующий выпуск и получить халявные 250 голды за подписку. А если вам не хватило этих опытов, вы всегда можете посмотреть предыдущие видео. Уверяю вас, они не менее интересные. Всем огромное спасибо за просмотр. Новые выпуски выйдут совсем скоро. Пока!